подключение теплого пола и датчик теплого пола. Приложение, пожалуйста, по QR-коду для iOS, для Android. Приехал к нам терморегулятор с Али, заказанный. Такая вот коробочка, тут какие-то иконки, значки, в общем, небольшой обзор. Что у нас? Значит, сам терморегулятор выглядит вот таким образом. То есть у него тут ЖК-дисплей, управление не сенсорное, внизу вот клавиши для управления. Вот такие. Значит, подключение, соответственно, сеть, подключение теплого пола и датчик теплого пола. Вот он сам, этот термодатчик. Все, работает он и через кнопки, и через Wi-Fi. Тут такая инструкция, к сожалению, на английском языке, но в целом все понятно. То есть и как подключить расписано тут, и приложение, пожалуйста, по QR-коду для iOS, для Android. В общем, все можно сделать. Я уже так его попробовал подключить, приложение скачал, он через Wi-Fi соединился, все достаточно там легко это сделалось. Соответственно, удаленно можно всем этим делом управлять. Когда установлю и сможем уже подключить теплый пол, тогда еще раз, в общем, работу его покажу уже, как он управляется и в целом как выглядит, когда уже подключен к сети. Ссылочка на него будет в описании под этим видео. В общем, смотрите, если что, кому надо, заказывайте. Так, ну давайте попробуем сейчас в гофру нашу просунуть термодатчик. Посмотрим, что у нас из этого получится. Сейчас сеточку мы эту просто отрежем, чтобы она нам не мешалась. Все, гофра у нас в доступе получается здесь. Так, как-то нам надо будет сейчас его примотать аккуратненько туда, к тросику. И продеть. Все, поехали, пробуем. Нам, по идее, самое главное пройти вот здесь вот угол в 90 градусов. Ну, вроде идет без усилий. Спокойно достаточно. А вот и датчик, наш провод показался. Ну, собственно, все. Операция произведена. Сейчас мы его до конца тут додергиваем. На гофру ставим заглушечку. Прячем ее в штрабу. Все это дело замазываем клеем и укладываем последние ряды тут керамогранита.
такой очиститель использую, растворитель цемента ProSept для удаления излишков клея, который там при монтаже, при укладке плитки не убрал, где-то пропустил. Очень прекрасно он все удаляет. Сейчас прочистим все швы перед затиркой. Просто обычной тряпкой, даже без губки, ну, то есть без какой-то абразивной части, да, смачиваем тряпку, и он прекрасно все излишки клея, которые на плитку попали, которые где-то там вот по краям плитки, чтобы у нас потом затирка хорошо стала, остались. Очень прекрасно все удаляет. Вообще он концентрат, то есть можно там и потом излишки затирки убирать, только уже разбавлять его с водой. А для вот цемента, для каких-то таких более крупных загрязнений, для цемента, для клея, без разбавления прямо так сразу и чистим. Вообще прекрасно чистит. Не надо думать ни о чем. Вот пятно тут было, вообще махом отходит. То есть без усилий даже. Все воняет только. Ужасно, но без усилий. Вот. Сейчас побольше будет кусок такой клея там выпал у меня. На нем покажу. Ну вот такое достаточно большое пятно клея. Оно бы и водой, конечно, постепенно оттерлось. Ну, то есть при каких-то там небольших усилиях. Но с растворителем это делается вообще махом. То есть вообще я не давлю практически, просто как протираю плитку. Немного вот получается смочил тряпку. Если бы еще была губка абразивная, ну специально вот плиточники используют для очистки там где-то, то с ней было бы еще проще. Ну вот все, оно практически все ушло. Сейчас вот на самих краях плитки еще беру. Вот так прекрасно. Можно вот в шовчик. Вот прям реакция идет, видите как. Не знаю, видно на камеру, пенится она. В общем, все отлично убирается. Вот такие дела. Все, сейчас все почищу и будем затирать. Купили вот такую затирку. Честно говоря, ничего про нее не читали вообще. Просто пришли, купили не самую дешевую, ну и не самую дорогую. Там есть, конечно, эпоксидная, с которой явно будет лучше. Кто что знает, напишите в комментариях, насколько она хороша, или сразу готовится к переделыванию потом швов. Ну и вообще в целом получается это на пол, то есть там вода, конечно, будет, но не самая такая зона, то есть не душ, где постоянно получается влага. Вот, в общем, кто что знает, напишите.
Так, друзья, на время поставил ванну, потому что без нее как-то совсем печально. Понятно, что сложности, потом будут опять ее надо отодвигать, когда буду плитку укладывать. И стены, как видите, зашил гипсой, пока еще не шпаклевал в стыке. Не стал штукатурить. Да, теряется тут пространство дополнительное из-за гипсы, конечно, и из-за плитки, но в любом случае ванна, вот смотрите, у нас 1,5 метра. Получается, даже если бы я штукатурил, то все равно бы пришлось какие-нибудь эти позорные полки делать, примыкание к ванной. А так, ну, потеряли расстояние, но зато ванна станет идеальной. Тут будет, получается, что у нас слой клея плиточного, плитка как раз идеально встанет. Тут на время пока установил старый смеситель с квартиры, с прошлой забрали мы. Потом будет у нас тут стойка душевая такая. Ну а тут не знаю еще экран. Либо пластиковый купим, либо сделать из гипсы и заложить плиткой. Не знаю, в общем, пока еще не решил. Может, что-то посоветуете, как лучше сделать. Ну и все, и вот канализацию немного переделал. Она была, если помните, там по стене. Слишком много это у нас получается. Она вот так сейчас у меня пойдет тут под ванной. Ну и вот здесь вот пока наклон не смотрите. Тут когда короб буду делать, потом сделаю нормальный уклон, чтобы все сливалось. Она в принципе сейчас хорошо сливается. Но... В общем, первым делом поставил ванну, потому что унитаз хоть и старый ужасный, но он все-таки есть. А ванны не было совсем. И сейчас буду делать сюда вот получается водонагреватель и инсталляцию устанавливать. Да, ну и сам процесс сборки ванны я подробно снимать не стал. Там, в общем-то, ничего сложного. В инструкции написано, как собрать этот каркас весь. Все там в комплекте, шпильки, гайки, шайбы. Как потом на этот каркас установить ванну, в каких местах ее закрепить, с какими там допусками, расстояниями и так далее. Ну, в общем, все достаточно просто, в инструкции все понятно. Поэтому не стал уделять этому отдельно какое-то внимание. Так, выдалась свободная минутка у меня тут. Я между делом собрал нижний ярус кухонного гарнитура старого нашего. Здесь вот у нас стояла раньше посудомойка. Но, к сожалению, пока поставить ее не могу, так как она сломалась. И мы ее все никак починить не можем. И неизвестно, на самом деле, что там за поломка. Возможно, придется в целом новую вообще покупать. Ну, а так вот, пока чтобы можно было пользоваться. Понятно, что тут еще куча работы предстоит. Ну, потом, когда стенами буду здесь заниматься, все это просто отодвину. Он у меня никак не закреплен там к стене и так далее. Просто стоит. Стоит хорошо. По крайней мере, можно пользоваться, все удобно. Нормальная варочная поверхность, духовка, чайник. Тут оставил старую раковину, потому что наша, ну старую в смысле вообще, которая была в этой квартире. Потому что наша, которая была раньше в этом гарнитуре, она вообще маленькая, неудобная. То есть это хоть и старая, но зато большая, удобная. Ну и все, что тут, кофемашина, ящички. В общем, жить становится лучше, жить становится веселее, друзья. Ну а мы продолжаем, поехали дальше. Так, 4 крепления у нас для водонагревателя. Не знаю, правда, зачем. Ну, коли есть, поставим. Из 2 первых вот я поставил, по уровню их там отметил. И теперь, чтобы ось соблюсти, от верхнего крепления кинул уровень. Ну и вот здесь его отметил. Сейчас здесь 2 еще забурим, вобьем и повесим наш водонагреватель. Ну вот так встал водонагреватель у нас.
Подвел тут уже гибкую подводку к нему. Тут поставил 2 шаровых. Это у нас подача холодной воды, а тут, соответственно, горячая. Ну и пока вот временно розетку сюда кинул, чтобы проверить. Все проверил, подключил. Работает отлично. Напор нормальный, температура воды очень горячая. Все, будем заниматься теперь установкой инсталляции. Так, друзья, ну и хотел показать вам терморегулятор в работе. Пока я его в коробку еще не установил, это еще задачу надо решить, потому что у него получается вот общая, как бы он сам в рамке, то есть как готовое изделие идет. И если выключатель в рамке, то они вместе не стыкуются нормально, то есть надо коробки не соединять, получается, а разносить немного. Вот. А общие рамки, ну, никак тут не сделать. То есть, либо надо было покупать какой-то одной фирмы и выключатель, и терморегулятор, чтобы они в одну общую рамку встали. Но посмотрел я вот у производителей, в общем, они стоят там по 7 тысяч и больше, ну, хорошие. Вот, поэтому просто мы их разнесем. Выключатели у нас примерно будут такого же дизайна с квадратной рамкой. Поэтому будет неплохо смотреться и нормально. Ну, в общем, вот тут режимы различные переключаются. Таймер можно настраивать. Это у нас включение-выключение идет. Ну и настройка температуры. Вот, значит, это то, что делается через кнопки. И также, соответственно, есть приложение. Оно вот такое Smart Life. Сейчас запускаем. Вот у меня добавлен уже в приложение этот термостат. Заходим в него. Он показывает нам текущую температуру в доме и температуру пола, которая сейчас по термодатчику считывается. Соответственно, я через это приложение могу этот терморегулятор выключить, включить, например, задать ему какие-то сценарии. Я здесь их уже создавал, сейчас покажу. Переходим вот сюда в настройки, мгновенные сценарии автоматизации. И вот у меня стоят некоторые сценарии, как он должен работать в рабочие дни, выходные дни. Вот. Можно добавлять этих сценариев много по тому, как вы, соответственно, хотите, чтобы он у вас работал. Помимо этого приложения можно использовать, допустим, Google Home. Да? Вот у нас Google Home. Также он отображается. Сюда можно добавлять отдельные приложения. Удобство, допустим, добавлять отдельно в Google Home или там в Яндекс. Да, это можно управлять еще голосом. Допустим, говорим: «Окей, Google, выключи теплый пол в ванной». И как мы видим, теплый пол в ванной, а вернее терморегулятор, прекрасно отключился. Включи теплый пол в ванной. Терморегулятор у нас среагировал, теплый пол в ванной включился. Помимо Google Home можно использовать Яндекс. В дальнейшем мы планируем приобрести Яндекс-станцию и подключать все умные устройства через нее как раз. Поэтому, скорее всего, оставим все это дело на Алисе. Алиса, включи теплый пол. Также прекрасно Алиса включила нам теплый пол. Алиса, выключи теплый пол. Ну, так как мы будем, скорее всего, говорю, покупать колонку, будем использовать ее. Ну, либо в крайнем случае можно это делать через приложение, которое будет, соответственно, без голосового управления, но с большим количеством функций.
То есть через Алису, например, вы не сможете настроить там сценарии какие-то, да, то есть все равно это нужно делать через приложение, либо на самом терморегуляторе вручную. Вот. А дальнейшее использование уже можно делать через ассистентов. Вот такие дела. В общем, вот так он у нас работает. Все, мы его выключаем, он нам пока не нужен. Ссылочки на терморегулятор будут в описании. Ну и наконец, друзья, будем устанавливать инсталляцию. Сейчас мы ее примеряем. Отметил я здесь отметку в метр от чистового пола. Ставим мы ее на чистовой пол, поэтому дополнительно нам ничего высчитывать не надо. И смотрим по уровню. Получаем, что надо нам буквально 2-3 мм приподнять инсталляцию, чтобы попасть в метку, которая стоит на инсталляции. Сейчас откручиваем там винтики и такие, все это приподнимаем, ловим метку, выставляем инсталляцию в уровень по горизонтали, вертикали, и потом уже наклон будем ловить ее, чтобы она была перпендикулярно, получается, полу у нас. И, в общем-то, все на этом. Дальше уже будет процесс подгонки труб. Ну и, в общем, смотрите то, что будет дальше. Ну вот определенный минус этой конкретной инсталляции. Нет у нее никаких дополнительных фиксаторов, там, не знаю, стопоров. То есть вот я ее сейчас пытаюсь поднять. Допустим, я ее приподнимаю на эти 2 мм 3. И мне ее надо как-то зафиксировать, и мне одновременно держать ее и закручивать винт неудобно. Есть инсталляции, я знаю, которые с фиксаторами. То есть вы приподняли, насколько вам нужно. Я думаю, я сейчас сделаю проще. Возьму рулетку, уберу отсюда инсталляцию, положу ее на пол куда-нибудь. Возьму рулеткой, отмерю метр просто отсюда. Вот у меня получится нужный мне уровень. И спокойно поставлю ее уже на место. Ну вот подкрутил я ногу в нормальной, удобной обстановке. Выставляем. Смотрим. Все, у нас метка совпала. И так как второй метки у меня здесь нет, и вторую ногу я так не смог бы подкрутить на месте, мы ее сейчас с помощью просто обычного уровня отрегулируем. Поставили уровень. Чуть-чуть буквально надо опустить. Там я затянул винт как бы достаточно плотно, чтобы он уже ногу держал. И чтобы можно было вот так вот слегка подстукивая поймать уровень. Ну все. Уровень есть. Затягиваем винт. Так, ну все готово. Этот уровень мы установили. Сейчас делаем отметки на полу для нижних креплений ног, отметки на стене для верхних креплений. И уже все это дело крепим. В дальнейшем уровень вертикальный, вот этот получается, мы за счет регулировки креплений, здесь шпильки стоят, мы их сможем отрегулировать. Главное, чтобы она у нас стояла в уровень вот здесь, и чтобы она у нас стояла в уровень вот здесь. В принципе, на этом все. Хотя у нас тут и будет короб, но чтобы перфоратором мне случайно керамогранит не расколоть, взял перо, толстого у меня нет, ну, большого в смысле. Это на 8, а бур у меня на 10. Но в любом случае я сейчас сначала пером 8 сделаю, и потом буром аккуратненько уже доделаю нужное отверстие мне, чтобы вставить крепеж. Льем воды побольше. Ну, все насквозь прошел.
должно буриться. Так вот, в общем, получилось у меня все это дело соединить. Пока сделал без резинок, просто чтобы примерить, все собрать. Сейчас с резинки поставлю, все смажу и закреплю нормально. Здесь у нас сколько? Сантиметров 80 до поворота. И тут уклон у нас хороший вообще получается. Ну, сантиметров 5 там на эти 80. Очень так они. Вот здесь единственное, что как-то, ну, хотя по мне так нормально. Вы что думаете, напишите в комментариях. С установкой, инсталляцией и подключением канализации мы разобрались. Осталось нам установить сам унитаз, но проблема следующая. Короба же у нас пока нет, а унитазом пользоваться надо, так как мы тут живем. Поэтому, чтобы нам не прогадать с обрезкой вот этих труб, которые будут на слив унитаза и на подачу воды, мы сейчас расстояние от короба прибавляем к нему толщину гипсокартона плюс толщину плитки и плиточного клея. Все это дело выставляем в уровень, накручиваем временный гипс, чтобы он просто, чтобы унитаз куда-то упирался у нас. Обрезаем трубу по нужному расстоянию и устанавливаем. Надеюсь, понятно объяснил. В общем, сейчас покажу, как это. Отверстие в гипсе выпиливаем и размечаем по вот такому вот шаблону, который шел в комплекте у нас с инсталляцией здесь под слив и подачу воды и под кнопку. Выпиливаем отверстие. У меня, к сожалению, никаких коронок нет, таких больших тем более, поэтому я просто сверлю гипс и лобзиком дальше вырезаю. Ну, а здесь просто сверлом. Примеряем. Все у нас прекрасно подходит. Пока вот такими кусочками, просто чтобы унитаз встал и опирался уже на гипс, а не висел на шпильках. Сейчас выпиливаю нужное количество гипса, потому что есть определенные тонкости. Чуть позже покажу. А тонкости у нас следующие. Вот там, где идет отметка лазера, вот это будет граница короба. А сама инсталляция у нас получается, она утоплена вглубь. Сделаю это для того, чтобы вот эти верхние шпильки не наращивать. Не хотелось мне. Поэтому вот таким образом сейчас сделаем гипс. И нужное количество листов сюда сделаем. Ну а потом, когда короб будем собирать, тут уже просто это место усилим, чтобы унитаз у нас упирался куда следует. Ну вот такой сэндвич из гипса получился. Раз, два, три. И тут 4.
7 слоев гипса. И это у нас будет, получается, в дальнейшем край короба. Сделано это, еще раз говорю, потому что здесь идет водонагреватель, и он гораздо глубже, чем инсталляция. Ну и в дальнейшем, соответственно, короб у нас пойдет по полу, вот так вот, где идет гипс. Ну, с отступом вглубь, соответственно. И тут будет сделан небольшой каркасик, чтобы унитаз стоял плотно. Все, сейчас обрезаю трубы, устанавливаю унитаз и финалимся. На сегодня все, друзья. Куча разной работы было выполнено. Видео получилось достаточно насыщенным. Надеюсь, вам понравилось. Ну а мы в ближайшем будущем продолжим работы в ванной. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте ваши лайки, пишите обязательно ваши комментарии. Спасибо, что смотрели. Всем вам огромной удачи и пока.